Аутизм часто воспринимается как сложный и многослойный набор расстройств, связанных с развитием. Он влияет на способность человека взаимодействовать с окружающим миром, воспринимать и интерпретировать социальные сигналы, а также на способность эмоционально выражать себя. Это может включать в себя как нарушение в вербальной коммуникации, так и сложности в понимании и выражении эмоций. Дети с аутизмом могут часто испытывать стресс и тревогу из-за того, что не могут понять, как взаимодействовать с другими людьми. Иногда они начинают избегать общения вообще, что приводит к их изоляции. Со временем дети с аутизмом могут проявить склонность к жесткому повторению определенных действий, ведь такие действия приносят им чувство безопасности и стабильности. Это называется стереотипным поведением и является типичным для аутизма. Социальное взаимодействие для детей с аутизмом может быть пугающим процессом. Контакт с другими детьми может быть непредсказуемым, а недопонимание ситуации часто приводит к чувству беспокойства. К примеру, ребенку может быть сложно понять, когда нужно сказать «привет», как выразить радость или как начать разговор. Это приводит к социальной изоляции, и дети, в свою очередь, начинают ощущать себя чуждыми. Кроме того, аутизм связан с сенсорной гиперчувствительностью, которая делает восприятие обычных звуков, яркого света и других раздражителей очень болезненным. Представьте, как трудно ориентироваться в мире, когда каждое движение, шум или изменение освещения воспринимаются как угроза. Эти факторы могут значительно повлиять на качество жизни ребенка и его семьи. Родители начинают искать способы улучшить жизнь ребенка, включая различные виды терапии. Однако не всегда лечение дает быстрые результаты, и множество детей с аутизмом сталкиваются с трудностями в получении образования и адаптации в общественной жизни. На протяжении последних нескольких десятилетий все больше внимания уделяется так называемой терапии с участием животных или зоотерапии. Собаки, в частности, проявляют способность понимать чувства и эмоции людей, что делает их отличными помощниками в социальной адаптации детей с аутизмом. Собаки могут предложить детям особую форму общения. Они не требуют от ребенка понимания сложных социальных правил и не осуждают его поведение. Собаки не могут поставить в неловкое положение ребенка, а их преданность и внимание дают детям чувство безопасности. В этом смысле собаки становятся живыми мостами между ребенком и окружающим миром. Собаки обладают уникальной интуицией. Они могут чувствовать эмоции людей, понимать, когда ребенок испытывает тревогу или дискомфорт, и реагировать соответствующим образом. Это может быть особенно полезно для детей с аутизмом, у которых часто возникают проблемы с эмоциональной регуляцией и с восприятием социальных сигналов. Многие исследования подтверждают, что собаки могут быть полезными в качестве терапевтов для детей с аутизмом. Например, собаки помогают снизить уровень тревожности, улучшить социальные навыки и снизить стереотипное поведение. Работы с животными могут также способствовать развитию доверия у ребенка, что в свою очередь влияет на улучшение коммуникации с окружающими людьми. Собаки выполняют не только роль психотерапевтов. Они могут быть активными участниками процесса, проводя с ребенком время, играя, оказывая поддержку в сложных ситуациях. Благодаря своей игривости и энергии они могут помочь ребенку наладить контакт с окружающим миром и научиться выражать свои эмоции более уверенно. История, которую мы рассмотрим далее, касается пятилетнего мальчика по имени Кайноа, который страдает аутизмом. Его мама, Шанна Ниехаус, поделилась трогательным постом в социальных сетях, который всколыхнул тысячи сердец. Эта история является примером того, как правильно подобранный питомец может стать настоящим помощником в жизни ребенка с аутизмом. Шанна переехала в Японию с сыном, ожидая, когда они смогут встретиться с торнадо, с собакой, специально обученной для работы с детьми с аутизмом. Это было долгожданное событие, которое оказалось настоящим чудом для семьи.
В первый раз за всю жизнь Шана увидела, как ее сын, который не мог наладить контакт с людьми, сам лег на собаку и просто расслабился. Этот момент был наполнен невероятной радостью и благодарностью. Мама описывает, как она годами сидела рядом с сыном, не зная, как помочь ему справиться с его эмоциональными переживаниями. Каждую ночь она видела, как он страдает от чувства одиночества и изоляции, не в силах наладить контакт с окружающими. Как правило, все попытки найти друзей и проявить заботу оставались без ответа. Но когда торнадо появился в жизни Кайнуа, все изменилось. Ребенок впервые почувствовал себя в безопасности, а его мама невероятное облегчение и радость. Эмоции Шанны, описанные в ее посте, не оставили равнодушными сотни тысяч людей. Она рассказала, что благодаря этой собаке она наконец почувствовала, что все ее усилия, которые она потратила на борьбу за помощь своему сыну, не были напрасны. И хотя перед ними еще лежал долгий путь, теперь Шанна знала одно — с торнадо все будет хорошо. Путь к обучению собаки, которая сможет работать с детьми с аутизмом, не бывает быстрым и простым. Это требует времени, терпения и профессионализма. Собаки для таких целей проходят специальную подготовку, которая включает в себя не только общие навыки послушания, но и специальные навыки реагирования на эмоциональное состояние ребенка, помощь в регуляции стресса и даже физическое сопровождение. Обучение таких собак проводится специалистами, которые обучают их чувствовать тревогу, агрессию, изоляцию или любые другие признаки, связанные с аутизмом. Рабочие собаки должны уметь оказывать поддержку в виде прижатия, спокойного присутствия рядом с ребенком, а также могут использоваться для предупреждения приступов паники или агрессии. Процесс тренировки включает в себя целый ряд процедур, направленных на то, чтобы собака могла стать частью жизни ребенка и помочь ему в самых различных ситуациях. Эти собаки проходят серию упражнений, которые направлены на укрепление связи между животным и ребенком. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии